Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, чтобы вы не запутались. Они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Плейлисты можете вы увидеть на главной странице канала сверху. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы ставите свои лайки, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет и слова благодарности. Много разных городов, много разных стран, много очень теплых слов поддержки. Спасибо вам огромное. Я сегодня к вам с новым узорчиком. Это будет очередной легкий ажурный узорчик с ниточками, с которыми мы уже работали. Кто не работал, смотрите. Ниточки называются Визель Rainbow Angora. Вы можете брать любые ниточки, совсем любые, какие у вас есть. Я буду показывать на этих ниточках. Итак, цвет 10. Видите, вот такой вот плавненько, аккуратный, такой медленный будет переход от белого, нежно-голубой, голубой, так скажем, более насыщенный такой голубой, да, то есть и чуть-чуть, вон там он даже видно, даже синий. Итак, состав ниточек. В 100 граммах 550 метров. 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и, смотрите, 60% акрил. Идем дальше. Нам советует производитель. Берите для данной пряжи спицы, будет красиво. Действительно, будет красиво. То есть буквально лицевыми петельками связали, переходы плавные, очень красиво. Но мы крючковязы тоже хотим попробовать данные ниточки. Да? Нам советуют, берите 5-6 миллиметров. Размер что спиц, что крючка. Смотрите, я буду брать троечку, потому что я вязала троечкой, мне в принципе все понравилось. Вы подбираете для себя, для своей плотности вязания, как вы хотите лучше сделать. Договорились? Схемку данному узорчику к сегодняшнему я прилагаю. Схемка хорошего качества, ходит в свободном доступе в интернете. Поэтому берите, вяжите. Ну что, свяжем? Итак, смотрите, вы можете брать ниточку снаружи, да, намотка такая, можете брать изнутри. Когда вы будете вязать большое изделие, естественно, вы будете подбирать по вашему, так скажем, узорчику, где какая ниточка у вас закончилась, да, на предыдущем моточке. То есть вы будете подыскивать себе непосредственно переход, это будет снаружи или изнутри. То есть вы можете и так, как вам удобнее. Смотрите, ниточка, видите, она не сильно пушистая, но вот эти вот небольшие ворсиночки, да, они могут для новичков как бы составлять трудность в том плане, что могут цепляться ворсиночки. Поэтому крючок сильно тоненький не берите. Вот. И опять же, заранее просчитывайте, что вы будете вязать, иначе, когда будете распутывать, будет сложновато распутать. Можно, но сложно. Итак, раппорт узорчика сегодняшнего видели по схемке, да, 8 петелек. Я наберу 41 воздушную петельку, я дополнительно одну петельку наберу, чтобы узорчик красиво закончился. Вы смотрите, как вам удобнее, набирайте. Итак, все как всегда. В начале петелька фиксации. Мы ее, получается, при наборе петелек не будем считать. То есть все как всегда. Теперь 41 воздушная петелька. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот наш будущий образец. По схемке вы поняли, да, что очень будет много воздушных петелек необходимо будет пропускать. Опытные мастера, мастерицы, приступайте сразу же к узорчику, а мы с новичками провяжем дополнительный вспомогательный ряд. Он нам поможет не запутаться. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Далее отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки. 2, 2, столбик с накидом получился. Накид. В следующую петельку точно так же нырнули и провязали по 2 петельки. И так мы с вами шагаем в каждую петельку цепочки, да, косички, и провязываем столбики с накидом. Почему? Потому что новички, когда провязывают вот такие вот ажурные узорчики, да, немножечко путаются в начале в воздушных петельках. Поэтому мы провяжем полностью весь ряд столбиками с накидом, потому что с верхушками столбиков, вот так вот с этими верхушками, вы точно не запутаетесь. Поэтому вяжем аккуратно, медитативно. Первый ряд всегда набирается медленнее, чем все остальные, поэтому
Новички, не переживайте. И опытные мастерицы набирают первый ряд медленно. Так что набираем аккуратно все столбики с накидом. То есть если я набрала 41 воздушную петельку, у меня должен получиться 41 столбик с накидом. И не забывайте, что вот эти первые 3 петельки подъема, которые мы делали, это имитация столбика с накидом. То есть мы считаем тоже как столбик. Итак, сколько я провязала столбиков? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и так далее. До конца ряда провязываю столбики с накидом. Вы тоже провязываете. Встречаемся в конце ряда. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Итак, смотрите, вот наша вот такая вот аккуратная дорожка получилась из столбиков. Теперь приступаем непосредственно к самому узорчику. Воздушная петелька, поворот, и сюда же в этот же столбик верхушку ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. Далее накид, смотрите внимательно. Пропускаем 3 столбика, считаем 1, 2, 3. И в 4-й столбик ныряем, провязываем столбик с накидом. 1. И сразу же воздушную петельку. Еще раз накид. Сюда же опять верхушку этого столбика нырнули, провязали 2-й столбик с накидом. Воздушную петельку. Сюда же 3-й столбик с накидом. Воздушная петелька. 4-й столбик с накидом. Воздушная петелька и 5-й столбик с накидом. Несложно. У нас получился вот такой вот веерочек. Есть? Есть. Идем далее. Опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4-й столбик ныряем, провязываем столбик без накида. Угу. Далее опять накид. Опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. Пропустили. В 4-й провязываем точно такой же веерочек, как только что мы провязывали. Вот такой же. 5 столбиков и между столбиками по одной воздушной петельке. Воздушная петелька. 2-й столбик с накидом. Воздушная петелька. 3-й столбик с накидом. Воздушная петелька. 4-й столбик с накидом. Воздушная петелька. 5-й столбик с накидом. Угу. Как только провязали 5 столбиков, нам необходимо присоединиться столбиком без накида. Опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4-й провязываем столбик без накида. И так далее до конца ряда. То есть чередуем. Столбик без накида, веерочек. Столбик без накида, веерочек. Сейчас мы провязали столбик без накида. Дальше будет веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек на ту длину, которую вы сделали. Договорились? Все, давайте провязывайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наши веерочки, да, практически готовы. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же провязали мы последний веерочек, пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3 и в 4-й. Помните 3 петельки подъема? Вот самую верхнюю петельку. Ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3, поворот. Вот получается наш веерочек, состоящий из 5 столбиков. Да? Первый столбик мы пропускаем, мы его не провязываем. Второй столбик, смотрите, как накид. Беремся за второй столбик вот таким вот образом. Угу. Получается столбик у нас перед крючком. Вытягиваем ниточку. А дальше провязываем, как обычный столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. За счет того, что мы вот так вот интересно берем столбик, да, у нас получается рельефный лицевой столбик с накидом. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. Считаем, да, первый пропустили, второй провязали. Вот у наш 3-й столбик. К 3-му столбику за верхушку присоединяемся и провязываем столбик без накида. Есть. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. И вот наш 3-й столбик. Мы к 4-му, получается, присоединяемся и провязываем точно так же, как и 2-й столбик, рельефным лицевым столбиком с накидом. Понятно? То есть у нас 2-й и 4-й рельефные лицевые столбики с накидом. Когда узорчик немножко подрастет, рельефность будет видно чуть получше. Идем дальше. После рельефного столбика, последний столбик веерочка мы пропускаем, не трогаем его. Вот наш столбик без накида между веерочками, да? В столбик без накида ныряем и провязываем обычный столбик с накидом. Вот. Понятно? Далее повторяем все то же самое. Накид. Первый столбик веерочка пропускаем, второй провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. 2 воздушные петельки. 3-й столбик веерочка провязываем обычным столбиком без накида. 2 воздушные петельки. 4-й столбик веерочка провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Есть.
И получается, опять переключаемся на столбик, который находится между двумя веерочками. Вот наш столбик без накида. Мы его провязываем вот так вот столбиком с накидом. Угу. Как бы немножечко у нас предыдущий ряд, получается, был волнистый, да? А здесь мы его выпрямляем, распрямляем. Понятно? Вот такая красота. Все, схемка перед вами. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите. Вот, провязали до конца ряда, да, наш ажурчик небольшой, так скажем, растет. Немножечко ниточка начинает светлее быть. Идем далее. Закончили ряд, получается, в последний столбик без накида провязали столбик с накидом. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И по узорчику сделали еще одну воздушную петельку. Итого получается 4 воздушные петельки. Накид. Вернулись опять в этот же столбик. И провязываем сюда столбик с накидом. 1. Воздушная петелька. И сюда же опять нырнули, провязали столбик с накидом 2. Итого вместе с 3 петельками подъема у нас получилось 3 столбика с накидом. Это, так скажем, пол веерочка. Вот в первом ряду мы с вами вязали веерочек. Это получается пол веерочка. Потому что как бы ряд немножечко сместится. Идем далее. Вот у нас с вами, получается, был столбик без накида в предыдущем ряду. Мы в этот же столбик ныряем и провязываем тоже столбик без накида. Есть. Далее накид. Переключаемся вот на большой столбик, который у нас был, помните, да, центральный столбик с накидом. Мы провязываем в него веерочек. Столбик с накидом 1 и воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом 2 и воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом 3 и воздушная петелька. Сюда же столбик с накидом 4, воздушная петелька и 5. То есть такой же самый веерочек, как в самом первом ряду. Понятно, да? Вот. Идем дальше. Опять мы должны будем провязать столбик без накида. Мы провязываем его в столбик без накида предыдущего ряда. Есть. И точно так же продолжаем до конца ряда. Там, где у нас большой столбик с накидом, видите, да, мы в него провязываем веерочек. Далее, там, где столбик без накида, вот на веерочке, мы в него провязываем столбик без накида. То есть точно так же веерочек, столбик без накида, веерочек, столбик без накида, как в первом ряду. Но получается, видите, с небольшим смещением. То есть здесь у нас были вот веерочек, веерочек, а вот между ними получается следующий ряд веерочек. Все, до конца ряда. Схемка перед вами. Давайте. Так, вот наш ажурчик еще больше растет. Вот наши веерочки очередные. И как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали. То есть получается, вот в наш последний, получается, столбик с накидом, вот в третью петельку подъема, мы провязываем всего лишь только 3 столбика с накидом, и между ними воздушная петелька. 1 столбик, воздушная петелька. 2 столбик с накидом, воздушная петелька. И сюда же 3. То есть как бы пол веерочка. Поняли, да? Вот. Тут целый веерочек, а тут всего лишь половинка. Идем дальше. Воздушная петелька, поворот. И сюда же, в этот же столбик ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Вспоминаем, да, здесь у нас будет ряд с рельефными лицевыми столбиками. То есть получается, это у нас 3-й столбик, это будет 4-й, да, как мы вот раньше считали. Получается, 2 воздушные петельки сделали и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Есть. Как только провязали, сразу же переключаемся вот столбик без накида между веерочками и в него провязываем столбик с накидом. Накид. Опять вот наш веерочек, 5 столбиков, да. Первый пропускаем, второй провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. 2 воздушные петельки, 3-й столбик веерочка провязываем столбиком без накида. 2 воздушные петельки и 4-й столбик провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. То есть все точно так же, как мы провязывали с вами второй ряд нашего узорчика, только единственное, что будет опять же небольшое смещение. Понятно, да? Все, давайте до конца ряда. Схемка перед вами. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, прям четко видно, да, что у нас ряд выровнялся, да? Один ряд у нас волнистый, второй ряд у нас выравнивается. Один ряд волнистый, второй ряд выравнивается. Далее вы будете провязывать все точно так же, как провязывали в самом первом ряду. Итак, воздушная петелька, поворот, сюда же нырнули и провязали столбик без накида. А дальше у нас идет веерочек. Вот наш столбик с накидом предыдущего ряда. Мы за верхушку цепляемся и провязываем веерочек. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, столбик с накидом 2, воздушная петелька, столбик с накидом 3, воздушная петелька, столбик с накидом 4,
воздушная петелька и столбик с накидом 5. И опять точно так же прикрепляемся к столбику без накида предыдущего ряда столбиком без накида. Поняли, да? То есть сам по себе узорчик, сейчас когда он вырастет, мы увидим, особенно переход цвета, сам по себе узорчик состоит из 2 рядов, всего лишь 2 ряда. Единственное, что вначале вы 2 ряда провязываете, так? А потом у вас эти те же самые ряда немножко сместятся. Их провязываете. Потом опять. То есть получается как бы раппорт узорчика, конечно, 2 ряда, да, но так скажем, мы повторяем 1, 2, 3, 4 и опять 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Все. А сами по себе, получается, у нас будут повторяться только лишь 2 ряда. Красота. Сейчас мы увидим, какая будет красота. За счет рельефных столбиков будет очень-очень красиво. Угу. Все, встречаемся через несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получится. Давайте. Так, смотрите, поменяла фон. Решила на темном фоне показать вам, потому что на белом фоне, получается, не видно вот этих вот ромбиков. Видите? Формируются вот эти вот ромбики. И на белом как бы их как таковых-то и не видно. Вот смотрите. Вот такой вот ажурчик. Не сильно ажурный, да, и не сильно плотный. Да, вот такое вот разнообразие в копилочку ваших узорчиков. Вот. Получается, я считаю, что это изнаночка. То есть, потому что здесь не видно рельефных столбиков. А вот здесь вот за счет... Мы же вязали рельефные лицевые, они здесь, получается, выглядят как изнаночные. То есть вот такие вот полосочки формируются. И я считаю, что эта сторона называется лицевой. Согласны? Вот. Вот такие вот ромбики. Вы посмотрите, как аккуратно, как тихонечко, медленно происходит переход цвета. Есть же такие нитки, да, где вот резко переходит, да, меняется быстро. То светлый, то темный и так далее. А тут очень медленно, от темного к светленькому, потом уже пошел беленький, да. Видите, как обвязала, несложно. У нас же один ряд получается волнистый, да, а один ряд, получается, выравнивается. И вот когда я сделала ровненький ряд, я просто провязала столбиками, там, где столбик, там, где воздушная. Получается 2 столбика, 2 петельки воздушные, значит 2 столбика будет. Столбик в столбик, 2 петельки, значит 2 столбика и так далее, далее. То есть несложно вообще. За счет того, что много воздушных петелек, узорчик очень хорошо тянется. Видите? Вот такая вот красота. Что это будет? Палантинчик, это будет кофточка, кардиганчик, да? Возможно, если это будет летний вариант ниточек, это будет топик, это будет маечка, видите? Не сильно дырявчатый, да? И не сильно плотный. Вот. Возможно, это будет какой-то из элементов в юбочку, да? Можно же несколькими узорчиками вязать. Вот. Тут как бы не сильно дырочек много и не сильно плотненький. Красота, красота. Кто из вас вязал данным узорчиком? Рассказывайте, делитесь, какими ниточками, что увязали, что у вас получилось. Мы будем девчатами читать и мотать себе на уши, называется, да? Итак, давайте замерим. Если это же пряжа, этот же крючок, это же плотность вязания, то есть это будет приблизительно, ну вот 18 с хвостиком сантиметров, это 41 петельку я набирала. А здесь получается у нас, смотрите, пол веерочка, да, ну как бы ромбик, да, вот этот вот ромбик, это 2 ряда. То есть считаем 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Так, первая вот эта половинка 17, вторая половинка 18. И вот эти вот 2 первые последние ряда получается 19, 20. Верно я посчитала? Так, сколько это получится? Это получится 18 сантиметров. Сейчас пододвину. Вот. 18 сантиметров. Ну, красота. Красота. Вяжется очень быстро. Когда вы поймете принцип, вообще будет прям летать. Самое интересное, что все будут подходить и смотреть, как же у вас связано, да? Видите? Потому что интересно так вот как бы запутано, да? Кажется. Особенно с изнаночки. Такая путаночка. Вот. А на самом деле проще некуда. Верно? Верно. Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. А также делитесь с друзьями, с подружками. Нажимайте на плюсик, чтобы сохранить видео в свои плейлисты, посмотреть в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Увидимся в новых видео. Пока-пока.